Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня, друзья, расскажем очень интересный вопрос, как можно зарабатывать в блокчейн-играх, и у нас на повестке дня Axie Infinity. Расскажу вообще в целом, как в этой игре зарабатывают, на чем можно фармить, и это все будет в видео. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, всем привет. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Ну что, прошел месяц, да, как мы в эту игру ворвались. Мы вам сильно много ничего не рассказывали, не показывали, хотели почувствовать на себе все тонкости и, чтобы без булшита, потом вам рассказать и показать. Сколько у тебя получилось нафармить-то? Да, вот получается, друзья, смотрите, 5600 это токен местный, который фармится в игре. Чуть позже расскажу, сколько можно получить этого токена в игре. Давайте посмотрим на текущий момент, сколько стоит сам этот токен. Это за одну единицу, друзья, то есть 20 рублей 88 копеек за одну. Можно нехитрыми манипуляциями посмотреть, сколько это стоит, да, в рублях уже. Вот такая вот сумма получилась, друзья. Но сразу можно сказать, да, то, что это прям пик, который можно сейчас продать этот токен. Его цена не такая всегда высокая, то есть за последний промежуток это самая прям наивысшая точка. Обычно этот токен находится, да, вот можно посмотреть, он и за 2 рубля продается, и тут есть пики за 13, есть за 8. Ну вот мы примерно можем сказать, что где-то средняя, да, цена, давай, наверное, посмотрим на калькуляторе, где-то 5 рублей, это прям не то что средняя, это то есть такой минимальный задел, на который, я думаю, стоит проще обратить внимание. То есть если брать в день, можно максималку фармить, друзья, вот этого токена, я потом расскажу как, 250, то есть 250 мы умножаем на 5, это не вот этот текущий цена его, а это такое среднее значение, и умножаем на 30 количество дней. То есть в игре можно фармить почти 37 500 рублей. Понятное дело, что за 5 рублей можно не продавать, можно ждать, да, лучших каких-то времен, когда будет цена выше, вот, да, вот в таком диапазоне продать, конечно, намного лучше, либо когда у нее цена была вообще тут 25 рублей. Петруха, не знаю, расскажи вообще в целом, да, наверное, про команду, как можно получить, чтобы было более понятно. И я потом расскажу, как можно фармить, за счет чего в игре, то есть сколько нужно времени потратить и так далее. Да, есть тут так называемый рынок, где, чтобы начать в эту игру, вам нужен стартовый капитал. Вам обязательно нужно 3 аксика в команду. Самые минимальные, вы как видите сейчас на рынке, это по $160. Это совсем непонятные аксики. Какие-то смешанные, мутанты. Можно брать них и пробовать что-то на них вытаскивать. Ну, желательно, конечно, чтобы вы в PvP тоже могли что-то сделать, какие-то победы, и вам не так тяжело это давалось. Поэтому нужно выбирать более сбалансированную команду. И вот средняя цена, вот 0.1 эфира, да, кто не знает, это криптовалюта эфириум, сейчас вторая криптовалюта после биткоина. Это вот примерно $300, да, вот вам выходит один. То есть, грубо говоря, так, если округлять, то есть более-менее нормальная команда, которая будет тащить, это $1000, да, по сегодняшним меркам. Чтобы это купить, вам надо будет зарегистрироваться на какой-нибудь бирже, обменнике. Мы оставим ссылку в описании на криптобиржу Binance, где вы по нашей рефералке можете зарегистрироваться. Нам какая-то небольшая копеечка упадет, а вам будет удобно там завести, например, там, рубли, да, то есть можно туда прям рубли заводить с карточки, купить эфириум, и потом за эфириум уже можно и на рынке покупать аксей. Как видите, наша команда стоила подороже. Наша команда была вот примерно вот такой бист, который стоит сейчас около, сколько мы видим, 3500, да? Да, один Ну, у нас эфир. был один эфир. У нас в сумме мы за всю команду тогда дали тоже около 3000, по-моему. Там были специальные условия, и мы там думали, как разводить их дальше. Это отдельные наши хотелки были. Ну, вот, как вы видите, сегодня можно за $1000 приобрести команду. Но это И с этой получается команды... просто эфир очень сильно опять поднялся, друзья. То есть если эфир упадет завтра, да, то есть цена будет не 3,5, будет там, да, может и до 2 упасть, может упасть еще ниже. То есть это тут цена идет в долларах, это от эфира. То есть эфир, Да. допустим, поднимется завтра в 2 раза, будет за 7000. То есть такое, как бы, штука очень интересная. Это криптовалюта всегда. Именно Самое скачки. интересное, это Самое интересное, это то, что сейчас игра буквально неделю назад, они перешли на новый уровень. Как мы говорили в других играх, проблема с транзакциями в эфире дорогие, это все было очень дорого. Они сейчас перешли на второй уровень, называется это Ронин.
все акции, все бои, все сейчас происходит там, и каждая транзакция бесплатная, да, внутри игры. То есть, когда вы вот захотите раз вывести или завести из игры, то вы заплатите один раз. А все остальное внутри выставления на рынок, продажа, брит, все там теперь не надо платить транзакции сети Ethereum. Вот, поэтому появилось, это стало дешевле развод акций, поэтому появился большой спрос на SLP-шки, да, и, скорее всего, из-за этого произошел такой мгновенный скачок по цене. Ждем коррекции отката, то есть супер классно, конечно, но я думаю, по десяточке где-то оно должно остаться. Да, получается, смотрите, вот график мы берем за год, друзья. То есть, когда мы залетали в игру, SLP, по-моему, стоили в порядка 8 рублей. То есть, а потом резкий был спад, цена была до 2 рублей падала, потому что все ждали обновления, никто ничего не тратил, и поэтому SLP-шки были не нужны. Вот эти токены, они были никому, ну, даром, да, по сути, не нужны, поэтому цена была низкая максимально, их продавать было невыгодно. То есть, что вы понимали, у нас это копится, да, то есть это есть не просит, допустим, можем копить, чувствуем, что будут какие-то изменения, курс начнет колебаться, как доллар, как любая валюта, и вот на пике, то есть сейчас продать, это, конечно, будет прям очень круто, как вы понимаете, потому что цена за последний вот, да, год, это прям чуть ли не пиковая, пиковая была пару дней назад еще больше. И давайте расскажу, наверное, сколько можно фармить этих токенов в день. Потому что это, естественно, я думаю, каждому из вас будет интересно. Есть в игре квест. За квест мы получаем 50 SLP. Здесь 3 задания. Первое задание максимально простое. Это просто надо нажать здесь типа чек и все, задание выполнено. Второе задание чуть посложнее. Надо сделать 10 боев, провести именно в компании. Тоже довольно-таки быстро делается, тем более есть некие манипуляции. Можно пройти первую точку, она проходится буквально там за секунд 20, наверное. И самое сложное из всех этих заданий это сделать 5 побед. Как вы это сделаете, нам открывается забрать 50 SLP. То есть это первый заработок. Дальше. Есть лимит в компании 100 SLP. Когда мы его набиваем, за каждый бой мы больше не будем получать SLP. То есть здесь было 0 из 100 за каждый бой. На этой точке, на 20 мне примерно дают по от 10 до 15 SLP за бой. То есть 9 боев я провожу в компании, получается 100 SLP. То есть это уже с нехитрыми манипуляциями получается 150. Ну и арена такая же тема, ограничение в виде 100. То есть с арены, если рейтинг у вас хороший, 1800 и выше, на данный момент мой рейтинг сейчас составляет 2200, то есть я намного выше. Прошлый сезон, кстати, закончил 265 и почти ворвался в топ-200. В топ-200, друзья, можно еще получить было дополнительно их токены, которые, по-моему, там 150 баксов можно было получить за топ-200. И получается арена 100, компания 100, квест 50. То есть 250 в день, если вот, да, взять, допустим, текущий курс, да, вот просто для интереса посмотреть, это 250 умножаем на, ну давайте 20 рублей, чтобы не округлять, то есть в день это получается 5000 по текущему курсу, это заработок. Если брать какой-то средний диапазон, да, 250 умножаем вот на 5, как мы делали, это выходило 1250. То есть времени сколько это занимает, чтобы было более понятно, пробить компанию, наверное, минут 10-15, может быть 20. Вот с ареной, конечно, посложнее, потому что там зависит от рейтинга. На таком рейтинге, как у меня, наверное, в порядка часа это будет занимать, то есть 1,5 часа вашего времени игрового, и вы все квесты делаете. Вот такие вот, в принципе, подсчеты. Петруха, что-нибудь дополни интересное, что еще... Да, я хотел добавить тонкость, что SLP-шки в PvE, да, в приключениях вам дают без энергии. То есть можно с энергией тут и дают опыт. То есть вот единственное, где нужен опыт, аксики у вас качаются, становятся сильнее, это вот в PvE для приключения. На арене же наоборот. То есть без энергии вам не будут давать SLP. То есть когда у вас энергия на нуле, вы просто деретесь за рейтинг. Да, вот тут даже написано, вот, кстати, показано, видите, у меня лимит 100 получается, и показано, что SLP-шки я уже не получу. Здесь такой штучки нет, потому что у меня есть 6 энергии. То есть могу еще как только энергия пустится в ноль, там тоже появится такой перекресток. Поэтому вот немножко с энергией, она раз в сутки плюс 20 вроде бы идет. Надо за ней будет следить, смотреть, не так напряженно. Чем больше у вас на аккаунте аксей, тем больше энергии. Сейчас вот остался, было много аксей у нас на аккаунте, вот у Кирилла 40 пока считает. Ну, это такой-то баг, у них сейчас вот с этим обновлением есть какие-то небольшие баги.
Получается, друзья, вот в минималке, да, можно фармить 150, это там любыми аксями. То есть, если брать тут сотку, квест 50, это, то есть, минималка. 150, 250 это макс. То есть, сами дальше уже считайте, какие заработки. То есть, кому интересно, можете всегда смотреть за курсом. Вот сайт CoinGecko, просто, да, что это не, не я сам начертил, да, этот сайт, а это сайт, где показана различная криптовалюта, ее текущая стоимость. То есть даже сейчас обновим, может цена измениться, да. То есть, видите, подешевел курс на 2 копейки. Сейчас бы раз и рухнул бы, прям на видео. Да, криптовалюта очень волатильна, осторожно, считаем, фиксируемся, берем свою прибыль, не ждем там каких-то там островов и ламборджини. Понятно, что это всем хочется, но всегда забираем свою прибыль, фиксируем, дарим подарки своим любимым, себя дарим, покупаем всякие железки, игрушки, телефоны, компьютеры и наслаждаемся жизнью. Не надо ждать каких-то там миллионских богатств. Ну да, тут можно на самом деле вот так копить, да, допустим, эти селпишки, и думать, что цена может быть еще выше, выше, выше. Но надо анализировать рынок, когда всякие вот эти колебания вовремя называется продать это, потому что можно вот, допустим, ждать, вдруг еще станет, да, выше, а потом резко упадет цена там до 2 рублей, до 5, и потом, допустим, какой-то там месяц эта цена будет в этом диапазоне, поэтому нужно тоже уметь вот эти сливки вовремя забрать. Я думаю, в принципе, на этом все, друзья. Надеюсь, вам интересно. Если интересно это направление, именно по аксиам, да, конечно, будет и так видео, будет следующее интересное видео, когда уже наконец-то сезон откроют они, будем ворваться в топ-200 и пытаться, естественно, выше прорваться для того, чтобы получить еще призовые в игре. Ага. Всем спасибо. Спасибо за просмотры, за ваши лайки, комментарии, подписки. Будет больше видео. У нас небольшие запары были в реале. Оставайтесь с нами. Пока. Да, друзья, всем спасибо и, конечно же, пока-пока.